друзья! Добро пожаловать на канал Старый Свет. С вами снова я, Некрасов Евгений. Мы с вами находимся на Адриатическом побережье старинного портового города Бари. Жизнь этого места теснейшим образом была связана с морем. И жителям любого портового города постоянно приходилось отстаивать свою независимость и благополучие с мечом в руках. И поэтому горожане нуждались в защите могущественного небесного покровителя. А самым почитаемым в древнем христианском мире покровителем мореходов был святитель Николай. Позади меня находится базилика святого, в которой хранятся его мощи. И сейчас я вам расскажу о том, как мечта барийцев все-таки осуществилась, потому что за этими мощами велась охота не только барийцами, а еще и генуэзцами, и венецианцами. И вот интересно, что в русской православной церкви мы с древности празднуем перенесение мощей святителя Николая из мир ликийских в Бари. А греческие церкви это не празднуют. Они считают, что это был разбой. Политическая ситуация, в которой происходили те события в XI веке, была такова, что после 1054 года уже случилась Великая схизма, раскололись христиане Запада и Востока. Для европейцев было нормальным, путешествуя по Востоку, брать себе какие-то реликвии и возвращать в свои города. Для восточных христиан, конечно, это считалось разбоем, но сейчас мы можем на это посмотреть, и в некотором смысле это спасение мощей, потому что европейцы понимали, что в то время Византийская империя была уже атакована турками, и многие святыни просто уничтожались. Перейдем к самой экспедиции барийцев. 1087 год. Из порта города Бари выходит крупное торговое судно, направляется в Антиохию для торговли. Интересно, имена всех вот этих купцов записаны на пергаменте и хранятся в сокровищнице этой самой базилики. В то время купец это был такой купец-разбойник, это человек, обладающий боевыми навыками. По дороге в Антиохию купцы заходят в мир ликийский и отправляют на разведку одного из мореходов под видом паломника. Он, зайдя в город, понимает, что в городе очень много турок, они хоронят своего начальника, и придется им все-таки продолжить плавание в Антиохию. Придя в Антиохию, немного поторговав, до барийцев доходят слухи, что где-то рядом уже венецианцы, которые тоже ищут мощи святителя Николая. И барийцы решают очень быстро вернуться обратно в порт Мир, потому что есть большая вероятность ухода из города турок. Они оказались правы. Из города вышли турки, мужское население Мир пряталось где-то в горах, город оказался практически пустой. Войдя в церковь, где хранятся мощи святителя, там оказалось несколько монахов, мощи, естественно, надо каким-то образом было найти. Под видом пилигримов барийцы начинают молиться, просят у монахов дать им целебного мира. И в итоге монахи, служившие при церкви, понимают, что, скорее всего, это не настоящие пилигримы. И один из монахов попытался позвать кого-то из горожан на помощь, но церковь оказалась забаррикадирована. И тогда барийцы им честно сказали: мы хотим мощи святителя Николая. Монахи им ответили, что мы скорее умрем, чем отдадим вам нашего любимого святого. И в итоге барийцам пришлось монахов просто пытать. И, скорее всего, под пытками один из монахов показал, где находится мощи святого. Но еще барийская легенда гласит, что среди них был некий купец Маттео, который увидел в полу прекрасную мозаику. Разломав пол, он провалился в помещение, где хранились мощи святителя. Они забрали заранее подготовленные сундуки все эти мощи. Там еще некоторые драгоценности были, икона святителя Николая. И быстро отправились обратно на свои корабли. Сев на корабли, жители города Мира просто умоляли, говорили: вы тоже христиане, пожалуйста, не забирайте у нас нашего любимого святителя. И барийцы им просто отдали икону и спокойно отплыли домой.
Войдя обратно в порт города Бари, жители встречают их с ликованием. Наконец-то их мечта осуществилась. Перенесение мощей в церковь сопровождалось огромным количеством исцелений больных. И мощи отнесли в церковь святого Стефана. Уже спустя несколько лет построили вот эту базилику, и мощи хранятся там, в Нижней Крипте. На сегодняшний день мы должны быть благодарны барийцам, иначе судьба мощей была бы неизвестна. Спасибо им за их пассионарность и отвагу. До новых встреч!